Всем привет! Вы на канале Curative CG Компьютерная графика. В этом видео вы узнаете, как создать морщины при анимации с помощью карты Normal в программе Cinema 4D. Для примера буду использовать Arnold Render. Вы можете использовать любой другой рендер. Начнем! Открою Cinema 4D и для начала выгрузим модельки анимации, поднятием бровей и отпусканием для создания карты Normal. Скопирую основную модель головы. Поставлю анимацию вверх бровей на максимум. Отключу основную модель. В скопированной модели удалю все, кроме развертки и тега фонга, и переименую как брови вверх. Также поступлю с анимацией бровями вниз. Скопирую основную модель. Поставлю анимацию бровей вниз на максимум. Удалю все, кроме развертки и тега фонга, и переименую. Теперь нужно сделать экспорт. Выделю модель с отпусканием бровей, зайду в файл, экспорт, формат FBX, обязательно галка, только выделенная. Также сделаю экспорт с бровями вверх. Выделю саму модель, файл, экспорт FBX, выделенная модель и ОК. Перейду в Substance Painter и создам проект. Вы сможете посмотреть урок по созданию кожи данного персонажа у меня на канале. Также есть отдельный урок про Substance для начинающих. Конфиг выберу Metal Roughness, размер 4096. Выберу модель. Первым делом перекину все текстуры модели. Выделю их и все перетащу в проект. Для всех выберу текстуры, и только для этого проекта. Создам Fill Layer. Перетащу все карты на свои позиции. Создам новый Fill Layer, к нему создам черную маску и Paint. В материале уберу все, кроме Normal и Height. Height поставлю на -1. Перейду в Paint, чтобы начать рисовать. Приблизительно нарисую, как будут выглядеть морщины при анимации. Добавлю размытие. Height чуть увеличу. Сделаю экспорт. Место сохранения 16 бит. Конфиг выберу, чтобы выгружал только карту Нормала. Нажимаю на экспорт. Появилась только одна карта Нормала. Дам нормальное название. Поменяю модель с бровями вверх. Для этого перейду в проект, конфигурация и здесь выберу модель. Моделька заменилась. Удалю Paint и создам для него новый. Теперь нарисую морщины при поднятии бровей. Перетащу Paint под Blur, чтобы размытие сработало. Height немного уменьшу. Примерно сделаю так. Сделаю экспорт только карты Normal.
Перейду в Cinema 4D. Удалю модели, они больше нам не понадобятся. Включу основную модель. Также на моем канале вы найдете урок по Arnold Render на процессоре и на видеокарте. Открою материал головы. Скопирую Normal, поменяю здесь Normal на отпускание бровей. Также скопирую и поставлю Normal с поднятием бровей. Для начала разберемся с отпусканием бровей. Это пока отодвинем. Добавлю слой RGB. Normal с анимацией соединим как слой 1. Стандартный Normal соединим как слой 2. Теперь нужно создать карту вершин. Добавлю на модель тег натяжения. Здесь поставлю абсолютную и уберу галку. Зафиксируем нейтральное положение анимации. Перехожу в Polymorph и включу на максимум анимацию отпускания бровей. Перейду в натяжение. Нажму на создать карту. Появилась карта, переименую ее. Запишу небольшую анимацию. Чтобы добавить интенсивность в карту вершин, перейду в натяжение. Чем меньше здесь число, чем сильнее интенсивность карты. Перейду в материал головы. Добавлю Vertex Map. И сюда перекину карту вершин. Map соединю как слой 1 микс. Все это соединю как Normal. Посмотрим, как получилось. Вернемся в материал. Слой 2 поменяем на Mask. Это сделал для того, чтобы при уменьшении микс интенсивность морщины увеличивались. Теперь нам надо соединить Polymorph, анимацию бровей вниз, с миксом второго слоя. Перейду в Polymorph, правой кнопкой мыши и выберу Espresso, назначить ведущего. Нажму на микс, правой кнопкой мыши и выберу для него Espresso абсолютный. Здесь у нас появился тег Espresso. В преобразовательном диапазоне поменяем диапазон от 0 до 100.
Поставлю галку на обратный, так как вначале я говорил, что чем меньше микс, тем интенсивнее морщины. Далее максимальное значение входа и выхода поменяю на 1. Теперь, если уменьшать анимацию в позе Morph, он взаимодействует с микс второго слоя. Перейду к нормалу бровями вверх. Скопирую стандартный нормал, слои и Vertex Map. Нормал бровей вверх подключу к слою 1. Создам новую карту вершин, уже для бровей вверх. Создам новые ключи с бровями вверх. Поставлю анимацию в нейтральное положение. Добавлю натяжение. Убедитесь, что все анимации на нуле. Поставлю абсолютный и уберу галку. Нажму на фиксировать натяжение. Анимацию бровей вверх поставлю на 100%. Создам карту. Усилю интенсивность. Добавлю карту вершин Vertex Map. Чтобы соединить все нормалы, используем Mix RGB. Соединим все. Также соединим анимацию бровей вверх с интенсивностью нормала. Назначим ведущего. Выберу для него абсолютный. Скопирую и перемещу в предыдущий эспрессо. Удалю лишний. Также на нем поменяем преобразовательный диапазон. Выберу от 0 до 100, галку на обратный порядок, максимальное значение входа и выхода на единицу. Также картой нормала можно увеличить интенсивность, если это необходимо. Включу рендер и посмотрим, что получилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Весь проект вы сможете скачать у меня в группе ВК. Спасибо большое за донат, Саша Жуков и Норф. Если вы тоже хотите поддержать канал, ссылка для доната в описании. Донат пойдет на покупку микрофона, а то у меня его нет. Напишите в комментарии, какой бюджетный микрофон лучше всего взять для стримов и озвучки. Всем спасибо и пока.